Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались о том, как приготовить котлеты так, чтобы они оставались нежными и сочными внутри, но при этом получили аппетитную золотистую корочку снаружи? Если нет, тогда я приглашаю вас присоединиться к моему видеорецепту, где я подробно расскажу о том, как приготовить такие нежнейшие и очень вкусные и полезные котлеты. А помогать в приготовлении этих чудесных котлет нам будет мультиварка Ninja Smart Lid. Почему именно она? Просто дело в том, что именно в этой мультиварке есть чудесная программа, которая называется Steam Crisp, которая позволяет сначала продукты готовить на пару, а потом она их обжаривает. Причем делает она это без использования масла. Благодаря этому котлеты получаются нежные, сочные и одновременно хрустящие. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Ну а прежде чем начать наше кулинарное путешествие, не забудьте подписаться на мой канал, также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Ну и приступим. Итак, для приготовления нам понадобится, в принципе, любой фарш, но я буду использовать говяжий. У меня 12% жирности говядина и в размере 1 килограмма. Также я буду использовать 2 головки репчатого лука, 2 картофелины, но можно и без картошки, но, на мой взгляд, с картофелем получается намного нежнее. Также нам понадобится 2 яйца, также чайная ложка соли и примерно пол чайной ложки черного молотого перца. Но специи вы можете брать, конечно, на свой вкус, может быть, какие-то травы захотите добавить, это уже дело вкуса. Ну и теперь натрем картофель. Я использовать буду мелкую терку, но на самом деле есть еще мельче. Это уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Итак, картофель у меня готов. Теперь мы добавим его к фаршу. Ну и теперь я приступлю к нарезке лука. Лук я буду резать достаточно крупно, так как я буду его перемалывать в блендере для более нежной консистенции. Конечно, можно и не перемалывать, а просто очень мелко нарезать. Это опять же на ваш вкус. Ну и так, лук мы перекрутили. И теперь мы его тоже добавим к нашему фаршу. Итак, лук мы добавили. Теперь мы добавим сюда соль. Также добавим перец. Выльем 2 яйца. И теперь очень тщательно все перемешаем. Однако хочу сказать, что руками перемешать будет гораздо проще. Поэтому всю эту массу я перемну руками. Итак, фарш у меня тщательно перемешан. Все готово для того, чтобы формировать котлеты. Для этого мы возьмем доску, на которую будем сначала укладывать котлеты, которые мы сформируем, и потом мы будем уже их обжаривать. На самом деле котлеты можно формировать таким образом, как вам больше нравится. Если нравятся большие, можете делать покрупнее. Если нравятся средние, можете делать средние. Это совершенно не имеет никакого значения и на вкусе никак не отразится. Фарша у меня достаточно много, поэтому я его буду, оставшиеся котлеты я буду замораживать.
Такие заготовки невероятно удобны, когда очень мало времени, просто достал, положил в мультиварку и они готовятся, ничего делать не нужно. Ну и теперь перейдем к приготовлению мультиварки. Для этого мы нальем стакан воды в чашу. Не имеет значения, какая вода, горячая или холодная. Также установим решетку, которая идет в комплекте к этой мультиварке. И будем выкладывать наши подготовленные сформированные котлеты. Теперь закроем крышку мультиварки. Клапан он остается открытым. И перед тем, как выбрать режим, обратите внимание, что ползунок у меня находится ровно посередине, иначе по-другому этот режим нам не выбрать. Режим называется Steam Crisp, он находится самый первый. Есть еще ниже Steam Bake, он сейчас у меня не активен. Ну и как я сказала, режим Steam Crisp позволяет готовить котлеты сначала на пару, а потом он их обжаривает. Благодаря этому они оставляют в себе максимум пользы и получаются совершенно не сухими и очень сочными. Итак, температуру я выбираю 390 градусов, но это по Фаренгейту. У меня американская мультиварка. Но в Цельсию это где-то 180-200 градусов. 20 минут я оставляю. С правой стороны 20 это 20 минут. А на самом деле, чтобы приготовились эти котлеты, достаточно даже 10-15 минут. Но 20 минут я оставляю для того, чтобы через 15 минут заглянув в мультиварку, в чашу, и если мне будет недостаточно поджарки, то есть они будут недостаточно подрумяненными, то я оставлю этих 5 минут, чтобы они еще поджарились немножечко. Теперь я нажимаю старт, но хочу напомнить, что мультиварка сначала будет набирать температуру, то есть она сначала не сразу перейдет в режим приготовления. Ей нужно создать сначала пар, а потом уже она начнет отсчет времени, вот этих 20 минут. Итак, для того, чтобы набрать температуру, у меня ушло 7 минут. Вот, и через 7 минут мультиварка начала приготовление, отсчет времени в обратную сторону. Итак, у меня прошло 13 минут. Я хочу проверить, на каком этапе находятся котлеты. Видно, что они еще не достаточно румяные, поэтому я оставлю их допекаться до конца. Посмотрите, какие обалденные котлеты у нас получились. Просто невероятный. А запах! И сейчас я хочу разрезать, чтобы показать, как она выглядит внутри. Ой, это просто невероятно. Посмотрите, какая она вкусная, сочная внутри. На самом деле, к сожалению, у меня камера так не передает, но они очень нежные, очень вкусные. А корочка просто изумительная. Но моей семье очень нравится. Я рекомендую вам их приготовить. Друзья, спасибо вам большое, что досмотрели до конца мое видео. И мне будет очень приятно, если вы оставите какие-то свои комментарии или отзывы, или лайки, или дизлайки. У меня совсем молодой канал, и я всегда очень волнуюсь, понравится моим зрителям рецепт или нет. Ну и также мне будет очень приятно, если вы поделитесь тем, что вы готовите в этой мультиварке, какой режим вам больше всего нравится. И конкретно, что вы готовите на этом режиме Steam Crisp, мне будет очень интересно. Ну и я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.